Здравствуйте, мои замечательные, любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Доброго всем времени суток. Спасибо огромное за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши комментарии, за ваши лайки, за ваши подписки. Благодарю вас. Благодарю за то, что делитесь своим сокровенным, своими историями. В них очень много полезного, интересного, поучительного. Да, давайте учиться, стараться, учиться на чужих ошибках. Может, вы на моих научитесь, а я на ваших, да? Не знаю, так работает или нет, но будем стараться. Итак, тема сегодняшнего расклада. Кого вы выводите из себя, что их так раздражает? Сегодня постараемся мы узнать, кто эти люди, собственно, кто там негодует, кто там выводится из себя, да, у кого там какие-то негативные эмоции по поводу присутствия вас в их поле, огороде. И что, собственно, у вас такого есть, что их так триггерит, раздражает. Может быть, это их теневая сторона, они не принимают в себе ваши какие-то проявления, да. А вы просто как идете им напоминание о том, что и так можно себя вести, и можно себе позволять что-то. Давайте посмотрим. Прям интересно, что ж у нас выйдет сегодня. Что же, собственно, у вас такого, что людей прям так подбешивает, да, можно сказать. Для начала делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Если вы смотрите сигнификация не ваша, похожа на вашу подругу, есть шанс у вас, появляется шанс сделать доброе дело, посоветовать посмотреть ей это видео. Может, оно и тоже будет полезно, интересно. Какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Свободу. Дайте свободу. Хочу этой свободы. Понятно. Так, ух ты, какие карты у нас тут. Кто часто смотрит расклады мои, знаете, 90% выходит вот на сигнификацию вашу. Эта карта. Муза яркая, харизматичная, вдохновляющая, аналитически наполненный человек. Талантливая 100%. Тут не обязательно идеальная красотка, но умеете компоновать элементы гардероба как-то. Умеете подчеркнуть свои достоинства. Это внешности, если касается. А так, в принципе, вам рада в любой компании. Какая-то яркая, всегда может быть улыбчивая. Наполняете этой энергией окружающих, поддерживаете. Опять-таки, хотелось бы сказать, тут сочетание с дьяволом. У кого-то прям роковая женщина, роковая красотка, женщина, которая, да, вот ты ее встретил. Может быть, в жизни там, понятно, это не люблю сравнения, это неуместно, кто там красивший, у всех стандарты разные. Но человек может настолько запасть на вас, на вашу энергетику именно, вот какую-то вот рядом с вами, он может себя ощущать таким, если это мужчина, вы можете давать ему вот это вот ощущение себя мужчиной с большой буквы. За этими ощущениями он может скучать, где-то пытаться даже потом, если вы не вместе, да, допустим, или ваши пути расходятся, ему будет вот это вот состояние, он будет это может искать в каких-то союзах с другими женщинами. Вот тут какая-то такая ваша манкость, ваше умение создавать какую-то такую атмосферу, помимо даже вашей воли. Мне кажется, вы тут особо не стараетесь. Наделены чем-то таким. Магнетизм это называется, харизма это называется. Так, смотрите, тут по карте Солнца на вас, тут еще лишний раз подтверждение. Солнечная, яркая, добрая, веселая, очень общительная. При желании, тут с коммуникациями все в порядке, при желании можете с любым найти общий язык. Очень любите свободу, свободолюбивая, не любите ограничений. И тем более так странно тут видеть карта зависимая. Человек, может быть, вы попали в какие-то созависимые отношения или в них пребывали. Интересно. Так, о чем это?
Знаете, мне почему-то показывают отношения, ну, может быть, отношения или попытка выстроить взаимоотношения с каким-то тут мужчиной, вполне возможно. Скорее всего, тупик далеко это все не зашло, или, скажем так, не принесло желанного для вас результата. Очень много было каких-то замалчиваний, каких-то, как это, недомолвки, да. В общем, как будто бы история туманная, очень много вопросов, мало ответов. Опять-таки, как будто бы вас взаимоотношения с этим мужчиной где-то заставили на себя по-другому посмотреть, собственную значимость. Может быть, вначале мужчина дал вам ощущение такого: вот я та самая идеальная, роскошная, по карте солнышко еще, знаете, рядом с ним вы могли чувствовать себя такой, и крылья как раскрывали, и хотелось жить. Но потом, вполне возможно, тут карта хитрость. Опять-таки хитрость и замок. Это история о том, что очень много еще там такого, как подводное, под водой скрыто, да, как айсберг, да, вы могли видеть только верхушечку этого айсберга. Очень много было скрытого, у кого-то это и у кого-то запасные аэродромы, какие-то еще третьи лица могли быть, у кого-то в принципе какие-то хитрости, у кого-то в принципе какой-то такой момент какой-то был, знаете, двойные стандарты, где-то за вашей спиной могли быть какие-то многоходовочки, за вашей спиной вот это ж по хитрости человек мог стараться, ну, где-то даже использовал вас. И не говорю, что тут в первую очередь материально, это не об этом использование. Использование как в темную вас используют. То есть не открывают все карты, вы могли на этого мужчину вот, как бы сами себе в голове делать ставку и могли влюбиться, могли планировать, там, мечтать о чем-то. А у человека могли совершенно иные быть планы на вас. Как-то так вот тут. Так вот, после того, как вот эти вот крылья у вас раскрылись, вы почувствовали себя по солнцу, самой-самой, то есть самой желанной. Потом в один момент могла эта самооценочка у вас также резко и упасть, потому что вы прочувствовали по высшему я, что человек себя ставит на пьедестал, он для себя единственный любимый, а его потребности должны закрываться, а ваши это так уже по какому-то остаточному принципу, может быть, совсем нет. Тут скорее у вас как урок какой-то идет на то, чтобы вы выбирали себя где-то в отношениях, не входили в эти созависимые отношения, где-то заботились о себе. Да, как говорят, эти невротики в отношениях каких-то токсичных, которые разрушают, которые приносят боль, выбирают все равно отношения, их пусть будет хоть какой-то такой партнер, даже который приносит боль и несчастье. А здоровые люди изначально люди, да, прорабатывают, становятся здоровыми, выбирают себя счастливых и идут и создают уже пары счастливые, самодостаточными людьми, со здоровыми. Вылечись сам, и потом найдешь такого же здорового партнера, да, и не будешь вот цепляться, и не будешь выбирать какие-то отношения, которые приносят боль и разочарование. Вполне возможно, у вас тут какая-то ситуация тоже похожая. Как будто бы уже как будто бы стало понятно в один момент, что ну ничего хорошего с таких отношений не будет. Ну, это не совсем мое. Но тем не менее по дьяволу тут может быть зависимость. По дьяволу вот как бы глазки открываются на эти хитрости, и видишь, и понимаешь, а не хочешь это. Мозгами понимаешь, а сердцем принимать не хочешь. Как будто бы вот так со стороны, если бы посмотрела, если бы там проявлялись в отношении вашей там подруги, сестры, кто-то мужчина, так, то есть вы бы сказали: да беги от него подальше, ничего хорошего не будет, да зачем же ты даешь шансы тому, кому не нужно давать. Как ты надеешься из этого что-то толковое, что выйдет, если уже какие-то идут там звоночки, да, обесценивания, уже хитрости, замалчивания по карте леса, тут тоже такое двойственность. Опять, как за спиной какие-то, вот я же говорю, монеток идет, вот двойные стандарты, опять какой-то умысел. Ну тут как-то так вот, ну нечисто, непрозрачно все.
В любом случае, вас это не устраивает. Тут как будто со стороны вы посмотрели бы, сказали, да не нужно тебе 100 лет в обед. А сами себе этого сказать даже, может, и говорите, ну а сердечко-то, сердечко уже привязано, уже есть желание с этим мужчиной как-то, ну, надежда хотя бы. Что-то не забирайте хотя бы надежду. Может быть, он изменится, может быть, я себе придумала, в том плане, что придумала что-то плохое про него. На самом деле он хороший. На самом деле он меня любит. У кого-то так может проиграться. Так. Говорят еще, может быть, только связью, только встреча с этим мужчиной вот могла вас как будто бы из какого-то, может, как болотца, расшевелить вас из зоны комфорта, вырвать вас, может быть, заставить вас почувствовать, захотеть вкус этой жизни какой-то ощутить. Ну, тут риски тоже есть, конечно, но тут как будто бы, может быть, у вас было все спокойно, тихо, мирно, какое-то бездействие там, и вы даже не могли осознать в полной мере свою ценность. Тут принимали, такая есть, как есть, там все хорошо, как-то, я же говорю, зона комфорта какая-то. А тут вот какой-то пинок от вселенной, извините, вам через этого мужчину. Может, у вас желание тут как-то реализоваться, раскрыться, может быть, даже элементарно какие-то амбиции у вас проснулись. Ну вот как-то мне вот так идет почему-то. Какой-то замысел в этом есть. Так. А вы мне сейчас напишите, да что ж плохого в том, что ж плохого в том, что у меня так было все хорошо, тихо и спокойно и комфортно. Ну, наверное, какая-то часть вас где-то, которая спрятана где-то глубоко. Может, их сами себе и говорили. Вот смотрите, как мне карта на этих словах карта. Это дуальность. У каждого из нас есть второе я, теневая сторона. Вот девушка идет в белом платьюшке, тут отражается девушка в темном платьюшке. Да, смотрите, как. Это о том, что у нас очень много скрытого от нас даже. Где-то мы боимся, где-то мы не даем этим страхам. Даже себе признаться боимся, что я хотела бы и то, и то, и то. Но не рискну, но побоюсь, но там уже какой-то опыт у меня есть болезненный, но не верю, сама в себя не верю. Вот тут такое может тоже быть, вот как будто бы не обязательно там извне вас кто-то критиковал, и не обязательно извне там противостояние. Тут очень часто мы сами себе эти палки в колеса пытаемся вставить, когда еще даже ничего не начато, а мы же себе уже говорим, да ну, так, ладно, не буду развивать эту тему, пока, девочки мои хорошие, не начала делать расклад. Хотела попросить вас, пожалуйста, подпишитесь на канал, кто еще этого не сделал, и поставьте лайк. Не стесняйтесь, товарищи. Лайки сами себя не поставят. И еще маленькое, малюсенькое объявление. В середине расклада этого увидите мое обращение, мою говорящую голову, да. Я решила с вами ближе познакомиться. Поэтому не пугайтесь детей беременных и слабонервных. Попрошу, да, уберите от экрана, да. Ладно, юмор у меня такой. Итак, девочки, кого же вы выводите из себя? Что их так раздражает у вас? Кого вы выводите из себя? Кого вы выводите из себя? Кто посмел вообще раздражаться на вас? Что их так у вас раздражает? Прям интересно. Так. Так. Карты. Кого вы выводите из себя? Что это за личности такие слабонервные? Лягушки. Это сказать, жабы какие-то. Ладно, я этого не говорила, вам послышалось. Кого вы выводите из себя? А чё это они? Что их так вас раздражает? Как они посмели вообще? Ой. Вспомнила такую историю, коротенькая, когда у меня дочка была моя маленькая, я не помню, годика 3, наверное, знаете, какие-то первые такие слова она начала употреблять, ну, не совсем стандартные, которые не каждый день ты употребляешь в своей лексике, да, но они попадаются у тебя. Я когда-то
была, в общем, не важно, в общем, приобрела перед Новым годом елочку, такую красивую елочку искусственную. И принесла ее, поставила, включила, и ребенок мой заходит 3 года и говорит: мама, как ты посмела купить эту елку? Мне так смешно. Сочетание посмела купить эту елку до сих пор. Так вот, вот тут вот она не знала это значение сочетания. Посмела купить. Для нее это посмела купить. Это такое что-то там было. Так вот, как тут посмел кто-то раздражаться на вас. Сейчас посмотрим. Так, кого вы выводите из себя и кто, и что, собственно, их так раздражает у вас? Кого вы выводите из себя? Нервные особы. И что их, собственно, так раздражает у вас? Кого вы выводите из себя? Что их так раздражает у вас? Кого вы выводите из себя? И что их так раздражает у вас? Ишь какие! Ты посмотри на них. Ладно, кого вы выводите из себя? Так, странно, что это за новость какая-то, новость деньги. Кого вы выводите из себя? Кого? Ну вот, я же говорю, ну змеи. Там выходили жабы какие-то. Тут змеи. Ну змея написала. Ну что ты скажешь? Ну, это женщины по-любому. Женщину какую-то выводите. Так, ладно. Ну, какую-то женщину вы выводите из себя 100%. Женщина, которая сейчас ждет новостей. Я не знаю, у меня этот расклад пишется, можно сказать, скоро. Недолго еще ждать Новый год. У кого-то, может быть, еще какая-то будет там, не знаю, дата. Может быть, человек ждет вот новостей, карта, финансы, деньги. Ждет поступления, транш какой-то ждет, может быть, кто-то получку, кто-то там, не знаю, что там ему должны прийти, может быть, и долг кто-то должен отдать. Тут почему-то показана женщина, которая вот-вот в предвкушении, что сейчас финансы придет ей какая-то денежная опять премия, не знаю. И она будет эти деньги тратить. Вот какое-то событие в ее жизни должно произойти. И благодаря тому, что деньги поступят, и она их сможет тут не просто там, ну как-то там, я не знаю, вложить в какое-то дело, не просто там на какие-то нужды, текущие расходы. Она будет прям скупаться в этой роскоши, прям направо-налево, где-то, может быть, даже показательно их вот так вот, ну, ни в чем себе не отказывать. Вот как-то так. Вот такая вот женщина мне идет. Опять-таки, карта звезда показана. Это мечта у нее такая вот. Ну, мало ли, правда, у человека. Вот мечта у нее вот прям ни в чем себе не отказывать. Материально, вот то хочу, могу себе позволить. И то хочу, ну, куда посмотрела, вот все могу себе позволить. Так. Странные еще такие карты. Женщина. Кстати, это может быть еще, знаете, такой типаж, вот сочетание вот этих карт, когда у женщины уже, некоторых женщин, да, проходит этот период первой молодости, цветущей, когда ты можешь особо даже не вкладываться, там, косметологические процедуры, там, особо ухаживать за собой, там, режим сна не соблюдать даже, да, можешь до 4 утра где-то гулять в каком-то, уж не знаю, клубе, там, злоупотреблять алкоголем и чем хочешь, можешь злоупотреблять, но на утро по тебе особо не видно, такое же, это быстро проходит, это особенно у женщин. Так вот, тут такое, как будто бы, а потом приходит возраст уже, какие-то звоночки уже, и там уже нужно и за сном следить, и желательно вкладываться, опять-таки, косметологически хоть как-то
поддерживать какой-то уровень. Так вот тут такое мне кажется, что тут вот у женщины, может быть, она столкнулась с какими-то вот проявлениями. Допустим, она была привлекательна, ну, я же говорю, как молодость. Молодость пышет здоровьем, да, и всегда молодость привлекательна. А тут такое у меня ощущение, как будто бы где-то увядание, где-то, может быть, со здоровьем проблемы. И женщина сейчас не чувствует себя в полной мере какой-то там желанной, потому что тут карта Эрос, я так это все связываю. Может быть, хотелось бы ей именно для какого-то мужчины прям вот быть желанной, интересной, а этого нет. Тут обратный ход колеса. Это карта магическая, но я не хочу сюда это все приплетать. Тут, в принципе, сочетание такое, как будто бы раньше она чувствовала себя, допустим, она может там обаять, увлечь, стать привлекательной, желанной, сексуальной, выглядеть для какого-то мужчины. А сейчас этого нет. Как будто бы обратный ход колеса, это назад скатывается, то есть уже с этим проблема. Поэтому отчасти тут тоже может проиграться. Я хочу даже эти финансы какие-то вот иметь. Я хочу как-то в идеале, звезда это мечта, потратить эти деньги, может быть, для того, чтобы восстановить свой какой-то внешний вид, там, да, опять-таки вложиться в себя. У кого-то даже какие-то, может, мини-операции сделать, у кого-то, да, у кого-то, в принципе, вот как-то так вот выглядеть сексуально, привлекательно. Хочу вот в это. Потому что тут рука помощи. Тут опять вот как будто ей кажется, если она вот сейчас эти деньги получит, вложит в себя именно вот такой подтекст, она как будто что-то сможет себе такое позволить и опять станет желанной, интересной. И от этого радость получит. Ну, по этим картам мне показано, что сколько бы она там ни старалась, по косе это все не вернется. Вот тут для кого она старается, может там в моменте что-то и будут какие-то проявления, но кардинально уже тут то ли какой-то вот мужчина остыл в отношении нее, то ли может там соперница какая-то, то ли в принципе уже, бывает такое, да, проходит эта страсть, а ей хотелось бы быть желанной. Ну, по карте змея, давайте так, женщина мудрая, не глупая, коварная, такая хитрющая, может какие-то многоходовочки продумывать. Так, хранитель, карта вода, десятки. У кого-то проблемы в семье. Женщина может быть не свободна, потому что десятка воды. И тут опять-таки мне такое идет, как будто бы она может даже обращаться к высшим силам. Тут ангел-хранитель. Тут как будто бы она говорит, хочу, может быть, восстановить там какую-то хорошую обстановку, да, нормальную обстановку в семье, эмоциональная какая-то вот сфера. Тут может быть материалка и все более-менее, относительно, но все равно. А вот какой-то климат эмоциональный в семье, мне кажется, тут проблемы. Не знаю, показали такое. Давайте показательно змея. Что мы там карта? Знаете, тут тоже так интересно. Вот эта женщина, она может быть... Да, ей очень не хватает вот этой какой-то яркости, чувственности, вот этого вот не хватает. Тут показано, что это даже как ее какой-то крест. Крест в чем? Она сейчас холодная, рассудительная, где-то все анализирует, где-то все по полочкам. Тут даже человек... карта тут безденежье, тут не в том плане, что она нуждается в материалке. Может, у нее сейчас период такой нуждается. Тут больше другое. Тут будто бы она, знаете, наряду с тем, что она там мудрая, продуманная, хитрая какая-то, тут старается рационально, вот я же говорю, смотреть на этот мир, причем может быть даже агрессивная, может быть холодная, надменная. Но это даже это как обратная сторона, крест. Ей так не хватает людей, с которыми она могла бы открыться и почувствовать себя вновь. Вот как ребенок, да, ребенок же не защищается, ребенок открыт этому миру. Скажем так, очень мало людей, которым бы она доверяла. Скорее всего, вообще почти их нет. Опять-таки, ей хотелось бы очень по этой карте букет вновь быть какой-то привлекательной, искренней, такой вот. Но тут уже дилемма. Или ты вот такая вот, а она тут человек, который контролирует. Это как крест, это как наказание. Она не может себе позволить быть вот такой какой-то незащищенной, открытой, где-то вот какая-то легкость бытия, она теряется, потому что она уже
Она уже, в принципе, как ее вторая натура, это вот контроль. Вторая ее натура, это где-то желание управлять, доминировать, причем какими-то хитрыми ходами. Тут как-то так. При этом человек может в открытую там говорить, да, вокруг все такие там какие-то лицемеры, вокруг все люди, которые там меня не понимают или недопонимают что-то. Так. Подпишись на канал и поставь лайк. Хочу спросить, кем вы являетесь для этой женщины? Кем вы являетесь для этой женщины? И кто она для вас? Так. Смотрите, так чудно. Вы являетесь этой женщиной, карта шабаш, замок и привязанность. Тут связанные руки. Вы для нее являетесь тем самым, знаете, таким человеком, который, правда, как кость поперек горла. Раздражающий фактор. Женщина, у которой получается выйти, может быть, из каких-то тяжелых ситуаций с наименьшими потерями. Женщина, которая идет где-то против системы, позволяет себе как-то... Вот вы так себя ведете, ей, может быть, хотелось бы так себя повести, ей в данном случае, но она не может так себя вести. Ну, разного рода, может быть, у нее ограничения. По карте шабаш, вот вы как будто бы воплощаете что-то, реализуете, при этом даже особо вот, оно получается, что она об этом узнает, но она собирает о вас информацию. Но вы даже это можете скрывать, и даже специально это на публику не выносить. Вот тут как-то так. Но она же за вами следит, и она видит, что вы там, минуя какие-то там ограничения, превозмогая что-то, переступая через что-то, но не в том плане, что там по головам идете, а даже свои страхи превозмогая, вы идете к какому-то своему результату. При этом по карте шабаш, девочки, это там, где вы воплощаете свои заветные мечты, желания. Вот почему-то такое вот у меня идет. Ей кажется, что вы там, ну, тут прям как раздражение от того, что вы можете себе как-то позволить себя вести, ну, как-то так вот что-то такое. Так, она для вас. А вы, кстати, тоже с нее, может быть, тоже... Тут как конкуренция какая-то. Вы, кстати, тоже, может быть, с нее берете пример. Но тут такой нюанс. Может быть, вы хотите достигать... Вот какие-то у нее же тоже есть достижения. Да, наверное, что-то эта женщина... Ну, как-то реализована там или стремится к этому. В любом случае у нее какие-то уже результаты есть. Она не глупая, тут карта книга. Но вы хотите достигать, допустим, похожих результатов, при этом своими методами. По карте Лилии это чистота помыслов. Где-то вы не хотите. Может быть, по карте Змея это же хитрость, обманы, подставы какие-то. И тут игра, как будто бы она свою игру играет, а вы хотите по-другому результат иметь, может быть похожий, но совсем другими способами, методами. Вот тут как будто бы вы на нее смотрите и говорите, ну да, ты чего-то там достигла, но я твоими методами не хочу этого всего достигать. Вот как будто для меня важно, знаете, есть выражение тут... Вижу цель, не вижу препятствия. Вот тут похоже на нее это. А вы говорите, для меня важны все эти нюансы, скажем так. Ну, разные миры, разные женщины. Так, давайте быстренько. То есть, ну, я даже не знаю, кто это. Вам виднее. Ну, тут конкурентки вы какие-то такие вот. Так, друг друга вы так, может быть, даже и воспринимаете, как соперницы. Так, что раздражает вас? Вот эта женщина, она не очень хорошо в вашу сторону настроена. Ну, что ее в вас раздражает? Так, вечный Христос. Вот карта Лилия вышла с другой колоды. Так, сейчас. Что раздражает ее в вас?
в ваших проявлениях, в вас. Сразу скажу, где-то ваша мудрость. Если вы увлекаетесь психологией, тут очень похоже. Ваши попытки где-то осознать, даже проработать себя, осознать, что в вашей жизни происходит. Тут даже она-то может считывать попытки ваши, ей так кажется, как раскусить ее поведение. Вы сейчас скажете, как в кино, не хочу я никого кусать, да? Но тут вот как будто бы она видит вашу вот эту мудрость, и тут даже какой-то профессионализм со стороны, вот как будто бы, я говорю, как психолог вы какой-то, вы можете вот эти вот все ее какие-то проявления, вы как считываете. Она перед вами как раскрытая книга. Вот она так себя чувствует. Опять-таки, раздражаете вы ее чем? Тем, что у вас, может быть, какой-то тут период был вечная невеста. Это когда женщина не получает желаемое. И тут реально вам могли как свинью подкладывать. Может быть, и она даже где-то старалась. Даже тут такая женщина, которая даже не своими руками это будет все делать. Вполне возможно. Вот тут какие-то попытки вам нагадить. Для чего? Для того, чтобы вы не получили желаемое. А тут такое как будто бы было. Ее раздражает то, что вы не даете ей какой-то стандартной реакции на ее проявление, на ее поведение. То есть она привыкла так вести себя, допустим, с другими там девочками в окружении, так проявлять себя. И они как-то дают ей там или один какой-то вариант реакции, да, или второй. И она может этому противостоять. Она может дальше этих женщин, девочек использовать там как-то. Она может дальше себя вести в зависимости от их поведения. Она может как-то это предвидеть и как шахматист, допустим, какие-то просчитывать эти партии, соответственно, использовать людей. А тут она столкнулась с тем, что да, она там вам пытается или нагадить, или как-то испортить что-то, как-то, или мнение о вас как-то подпортить. А тут по белой вороне вы даете какую-то такую нестандартную эмоцию. Может быть, философский у вас склад ума, или вы стараетесь так спокойно, очень спокойно, как, я не знаю, в психдиспансере, да, доктор реагирует на больных людей, да, поэтому, какие могут быть реакции? Так может и вы на нее как на нервно-больную или как на очень хитро сделанную реагируете. И почему-то как-то вот эта вот ваша реакция ее выбешивает. Понятно, потому что трудно. Ей трудно вообще, как бы, понятно, в конечном результате ей трудно вами управлять. И в конечном результате очень хотелось бы сделать вас, как марионеточкой, да, где-то, а тут этого не получается. При этом вы даже особо не стараясь, вы очень выделяетесь из социума. В социуме другая, иная, инаковость ваша, в этом и притягательность ваша. И тут уж точно как будто бы вы это и не особо транслируете, да, там ваше увлечение может быть эзотерикой, психологией, но в то же время это считывается, как бы тут уже какое-то длительное время, как будто бы, может быть, она пыталась с вами то ли противостоять, то ли вот ей хотелось вот как, свинью подложить, какой-то негатив, вот очернить где-то вас, вот такое вот тут что-то идет. Не получается. Так как ей хотелось бы вот именно в том формате или настолько, ей этого не получается, у нее этого. Опять-таки, чем раздражаете по карте Лилия, вот ваша где-то Лилия это чистота помыслов, где-то наивность, где-то желание причинять добро, да, людям. Где-то ваше желание рост развития, несмотря ни на что. И тут так интересно показано. Эта женщина, может быть, не один раз пыталась, кстати, вам, как вам сказать, жизнь испортить. Я не могу сказать, что тут кардинально, но вот хоть по мелочам, вот как-то так вот, знаете, предложить вам лимончик для того, чтобы у вас не настолько счастливое лицо было, да, довольное. Вот тут такое, потому что тут карта время, тут как будто бы попытки были, вот, опять-таки, такой подарочек какой-то вам подложить, свинью, раз, два, может быть, были какие-то. Потом столкнулась с тем, что вы как противостоите. Даже не сколько вы специально противостоите, сколько ваш, может быть, ваше мышление, ваше видение мира, восприятие. Вполне возможно, даже если вы понимаете, что она творит, там, как она пытается там где-то, может,
самоутвердиться, где-то вот так себя как-то в отношении вас ведет, вы можете так это всю ситуацию обернуть себе даже во благо, извлечь полезное что-то. И опять-таки как-то нестандартно так поступить, у нее вообще руки опускаются, она не может понять, что это, как вы реагируете. Потом время как будто бы проходит, она опять сталкивается с тем, что у вас вместо того, что она там хотела нагадить, у вас рост развития по карте Лилия. Ей опять какие-то у нее там, тут карта остуда, может, негатив какой-то причинять, да. Может даже мнение о вас, допустим, если это вообще из магической колоды, но тут, если не приведи Господи, там какой-то мужчина вами заинтересовался, а он ей тоже интересен, то тут может быть на вас гадости наговаривать для того, чтобы там это остуда, это внимание мужчины и интерес мужчины к вам, он снизился, да, охладел. Опять-таки, тут у кого-то в принципе как будто настраивать людей против вас может, вот так вот как-то, какие-то опять-таки, какие-то пакости делать. Потом опять говорят, через время, как-то оно вот такими, как волнами, но она не успокаивается, эта женщина. Вот, ее раздражает то, что тут вы, несмотря на то, что там происходит у вас в жизни, какие тут были проблемы, у каждого из нас они есть, а вы выходите из этой ситуации. Карта поездка, сердце, где-то может быть даже какие-то новости о вас, о том, что тут у вас какие-то изменения в жизни, в личной жизни в том числе. Не хотелось бы, и не хотелось бы, понятно, чтобы у вас там что-то как-то налаживалось. Я не знаю, как-то так вот раздражает то, что вы не в какой-то, знаете, такой, как это правильно сказать, как какой-то своей матрице живете, а вы стараетесь выйти за рамки, где-то новое что-то пытаетесь в свою жизнь пускать. Тут даже карта сердца, открывайте свое сердце. Может быть, для новых, тут даже не сколько новых людей, сколько новые какие-то события, новые эмоции, вот в принципе, да, но для людей тоже открываете свое сердце. А вы же помните, она себе не может это позволить, она не может быть себе, знаете, как позволить быть какой-то незащищенной, ей очень важно контроль, ей важно вот это доминировать, управлять. Тут вы даже можете раздражаете тем, что тут карта зависимость. Вполне возможно, у вас был какой-то жертвенный, не буду говорить образ мышления, но вы могли как-то так себя проявлять. Тут не обязательно даже с мужчиной. Тут могли быть в отношениях с близкими, с подругами, с окружением, да. Это где-то желание быть доброй, желание, вернее, не желание говорить «нет», всегда говорить «да», соглашайся, нежелание кого-либо обидеть. Вот такое. Но при этом у вас как будто бы пришло осознание того, что это не ваш путь. Вы, может быть, это в себе проработали или прорабатываете. Тут как будто идет изменение в вашей жизни. Вы стараетесь вот эту вот зависимость, может, от чужого мнения, от навязанных каких-то правил игры, в том числе с ее стороны, от каких-то условий, которые в социуме, да, вот чужое мнение, как будто бы люди могут заставлять вас навязывать свои эти правила игры, а вы от этого хотите избавиться. Может быть, сами хотите свою жизнь строить, выстраивать ее. И у вас приходит ясность этого. Где-то вы на себя по-другому смотрите. Вот это ее тоже раздражает. Ваша какая-то самостоятельность, ваше желание выйти из-под контроля, выйти из этой матрицы, не быть уже какой-то ведомой. Но и при всем при этом она от вас считывает по карте дьявол. Понятно, первое там в голову приходит, если дьявол вот ее раздражает. Вы как-то можете магнетически обладать этим магнетизмом и как-то влиять на 5 мужчин. Если там мужчина, я повторюсь, ей нравится, и вам нравится, и вы можете как-то так обаять, да, легко какое-то влияние такое на мужчину. Тут ревность может быть женская, но по дьяволу у вас сила считывается. У вас как будто бы есть какая-то, тут я могу почитать, как теневая сторона, и у вас уже пришло осознание того, что это тоже часть вас. И вы на самом деле очень сильный соперник для нее.
Но при всем при этом вы понимаете все ее многоходовочки, все то, как она может стараться манипулировать людьми, использовать, там, идти по головам, вот такие какие-то гадости творить. Вы все это считываете, понимаете, но для себя вы все равно это держите себя, как вам сказать, в узде, да, и вы понимаете, что а я не хочу опускаться до этого, я выше этого, хотя я все вижу, и насквозь я понимаю, может, даже просчитываете ее все эти, ну, ходы, вот тут такое. Но она догадывается о том, что она знает, что вы сильная. Вот это раздражает. Так, дьявол, о чем это еще? Угу. Ага, смотрите, что в конце концов у меня вышло, я все равно уточняю уже, дьявол чего касается. Того, что вот как бы не сгущались тут тучи, как бы тут фигово не было в вашей жизни, а вы будете гореть еще ярче. Вы, может быть, тут даже ваша какая-то смелость, ваше желание изменить все-таки свою жизнь, по карте Шабаш пойти во что-то новое. При этом, опять-таки, вы даже это не, как вам сказать, она это считывает, она где-то узнает от кого-то, это не, вы это не выгораживаете, можно сказать, особо этим не хвастаетесь, там, не знаю, как будто бы вы это даже скрываете, вам это не нужно. И тут я уточнила, из желания, там, даже не то, что желание, из состояния, где вами пытались манипулировать, и вы какое-то время, может, подчинялись, да, тем же правилам социума, уже не знаю, каким-то правилам игры, вы, как будто бы ваша карта, вы это все как карта-крест где-то проработали, осознали, и вы превращаетесь в вот такую женщину, которая в карте воительница научилась тоже все под контролем держать, все свои эмоции, уже с этим мечом как будто бы может дать отпор. Вот такая женщина, сильная соперница. Вот это все раздражает. Она видит ваше развитие, она ваш рост, ваше желание где-то противостоять даже ей, какому-то окружению, отстаивать свои рамки, границы, идти в свою реализацию, в свое какое-то видение мира, отстаивать вот и себя в этом мире. Ну, тут вот это вот все раздражает вас. Все, мои хорошие, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.